Всем привет, друзья! Это MAS6422 от AVD Models в 43 масштабе, и давайте его наконец соберем. У меня уже подготовлены все детали, все покрашено, скрыто лаком, осталось действительно просто собрать. Так что давайте этим и займемся, но в процессе я прокомментирую какие-то моменты. Начнем с приборной панели. Выкрашена она в цвет Nata Black. Сделаны высветления светло-серым цветом. Я старался их делать не сильно яркими, но я думаю, на камере заметно. Также нанес декаль, отметил имитацию лампочек цветным лаком. Здесь вот 3 красные лампочки и небольшое табло отметил зеленым лаком. К этой приборной панели можно уже приклеить руль с педальным узлом. И теперь эту приборную панель в сборе можно установить на нижнюю часть кабины. Вот таким вот образом она у нас выглядит. Выкрашена в черный цвет и покрыта матовым лаком, за исключением крыльев. Крылья я покрыл сатиновым, так что они вот таким вот образом выделяются на фоне детали. Нижняя часть кабины покрашена в основной цвет, то есть в моем случае в красный. Я видел на фотографиях, что эту часть закрывают фольгой, но решил так не делать и оставить под цвет кабины. То есть у меня получается такой заводской вариант грузовика. Думаю, здесь, если и будут какие-то запыления, то абсолютно минимальные. Давайте вклеим приборную панель на свое место. Пенечки черные надо будет подкрасить. Сейчас я замешаю краску и сделаю это. Красил я модель автомобильной краской, но сейчас уже буду подбирать какие-нибудь оттенки из модельных вариантов. В принципе, тут такие места не критичные, поэтому можно хотя бы что-нибудь приблизительно подобрать, чтобы эти пенечки просто не бросались в глаза, когда будет кабина поднята. Вот так вот выглядит этот узел в сборе. Хочу пару слов добавить по декали. Она оказалась немножко меньше, чем вот эта вот рамка на приборной панели. Поэтому я ее вклеил как бы по центру. Видите, немного слева и справа осталось пространство. Но по большому счету это не так заметно. У меня приборная панель выкрашена в цвет Nata Black. И я вот сейчас подумал, что, наверное, стоило бы вот эту рамку в центре выкрасить в черный цвет. Тогда перехода не было бы видно. Но опять же, не критично. Итак, я замаскировал вот эти вот пенечки, замешал 2 оттенка краски, Vallejo Ferrari Red и Scarlet Red. Буквально 1 капелька Scarlet Red на несколько капель Ferrari Red. И получился как раз тот оттенок, который мне нужен. В принципе, вот эти вот 2 пенечка, которые спереди, можно было подрезать перед установкой. Но я уже сейчас не стал этого делать. Я думаю, достаточно того, что я их просто подкрасил. Ну а сейчас можно вернуться к сборке салона. У нас на очереди сиденье. Пассажирское с подлокотниками. Я его покрасил в темно-серый цвет. Сделал также светло-серым высветление. Затонировал смывкой углубления. И также черным цветом выделил некоторые детали. И второе сиденье, водительское, исполнено аналогичным образом. Давайте вклеим их на свои места. Следующие детали, которые я буду устанавливать, это карты дверей. Они также покрашены цветом Nata Black и высветлены светло-серым цветом. Все детали я высветлял с помощью техники сухой кисти, но я думаю, это и так видно.
устанавливаются карты дверей вот сюда. Здесь у них два посадочных отверстия, ну и плюс они также соприкасаются с торпедо. Вот что у нас получилось. Карты дверей на своих местах. Достаточно плотно установлены все детали, и некоторых элементов практически не видно. Например, ручки практически полностью скрываются за деталями сидений. Хорошо видны боковые карманы. В целом в них можно что-нибудь вложить. Например, свернутую газету или что-то подобное. Я пока не знаю, буду ли добавлять аксессуары на приборную панель, но в процессе сборки еще подумаю над этим. И последнее, что осталось установить, это спальное место. Я его также немного затонировал с помощью сухой кисти, по краям нанес светло-серый цвет, а в глубине черный. Добивался имитации затенения ближе к дальней части кабины. Вроде получилось что-то похожее. Давайте вклеим эту деталь на свое место. Ну вот, на этом и все. Сборка салона завершена. Получилось все именно так, как я и планировал. Салон в темных тонах, преобладают оттенки черного и темно-серого цвета. Именно в таких цветах я чаще всего встречал фотографии этого МАЗа. Так что старался повторить подобный образ. Конечно, при желании здесь можно было внести некоторые доработки, например, добавить поручни для входа в кабину, также добавить некоторые элементы из фототравления или же сымитировать аналогичные самостоятельно. Но я здесь уже не стал ничего такого делать и собрал модель из коробки. Возможно, когда у меня появится другая модель МАЗ этого семейства, то я приобрету набор фототравления и сделаю салон гораздо богаче. Переходим к деталям кабины и первым делом вклеим вот такую самодельную обивку. Вклеивать буду с помощью столярного клея Момент. Обивка у меня хоть и подогнана была на глазок, но встает как влитая. Здорово смотрится, сразу кабина выглядит намного уютнее. Итак, переходим к экстерьеру. Здесь я уже установил ряд деталей и делал это с помощью вот такого суперклея. Также мне очень здорово в этом деле помогли аппликаторы Alex Models. На канале есть обзор этого инструмента, а также демонстрация их использования. Изначально я планировал подклеивать все мелкие детали изнутри, но благодаря аппликаторам получается это очень аккуратно делать и с наружной стороны. Так что я уже, как видите, вклеил обивку, сейчас поставлю стекла и зеркала и оставшиеся детали буду устанавливать уже в самом конце. Сейчас давайте посмотрим, что установлено на кабину, и скажу пару слов об этих деталях. Первое — это обтекатели на углах кабины. Левая и правая детали отличаются, так что здесь нужно быть внимательными. Также левый и правый габаритный огонь тоже отличаются. Здесь тоже важно не перепутать. Далее установил ручки дверей и повторители поворота. Поворотники прокрашивал лаком от Хамы, обозначил черной полоской пластиковый элемент, и также изнутри они прокрашены серебрянкой. Не знаю, насколько это хорошо видно, но я думаю, без нее было бы хуже. Козырек и раму также установил на свое место. На верхнюю часть добавил огни автопоезда. Это не из коробочный вариант, это у меня автомаркет. Из коробки огни автопоезда стояли на самой кабине, и они были отлиты в металле. Здесь я сверлил отверстия и установил эти огни на гвоздиках.
Ну и, как я уже и сказал, будем переходить к установке стекол. Стекла у меня подготовлены, прокрашен уплотнитель черной краской, красил просто аккуратно кистью, без каких-либо масок. И если вдруг краска залазила на стекло, то можно аккуратно все это дело подчистить зубочисткой. На боковых стеклах аналогично прокрашен элемент, очерчивающий форточку. Итак, займемся установкой. Стекла, по идее, должны попасть в свои пазы и плотно войти в раму. Я так думаю, что здесь даже не понадобится клей. Ну, давайте пробовать. Так, вот и все. Остекление закончили. Сейчас прокапаю, наверное, разбавленным клеем ПВА по вот этим вот уголкам, по пазам, и я думаю, этого будет достаточно. Использовать здесь суперклей совершенно не хочется. Итак, друзья, стекла по ходу подсохли. И можно приступать к самому интересному этапу, к самому ответственному. Это соединение салона и кабины. Кстати, кабину и салон обмел вот такой антистатической кистью от Tamiya, надеясь на то, что все пылинки исчезли оттуда раз и навсегда. Все-таки после соединения доступ к этим элементам будет закрыт. Ну что ж, приступим. Теоретически все должно сойтись. Но у меня здесь есть некая отсебятина в виде обивки. И, возможно что-то будет мешать. Ну, посмотрим. Наверное, на дальних углах не стоило делать эту обивку. Все-таки там как раз в притирку идет спальное место, и я чувствую, что как раз там и какой-то затор. Итак, друзья, провозился я со всеми этими делами, с установкой салона в кабину, и хочу сказать, что, конечно, здесь порядок не совсем правильный я выбрал. По-хорошему все это дело нужно было примерять еще до финальной сборки, до покраски, на разных этапах, примерять донышко отдельно, донышко с крыльями. Ну, в общем, много как бы нюансов, и сейчас такую крашеную кабину, крашеный салон состыковать уже, ну, не то чтобы проблематично, но аккуратность в разы выше должна быть. Немного подрезал обивку, вот посмотрите, хорошо видно, по углам сделал вырезы и также их немного подкрасил в светло-серый цвет, но хотя эти углы особо не заметны, так что подкрасил скорее для подстраховки. Немного обрезал по низу обивку, мне показалось, донышко ее немножко сминало, и тем самым обивка мешала стать донышку на свое место. Ну и после всех этих манипуляций сейчас вроде бы становится нормально. Вот так, друзья, выглядит кабина с салоном в сборе. Здорово смотрится, зрелищно, реалистично. Красивый мазик получается. В общем и целом сошлось у меня все хорошо, за исключением правого крыла. Здесь вот присутствует такая небольшая щель, но тут, как говорится, мои полномочия все. Не знаю, за счет чего она появляется. Скорее всего, это какая-то деформация, возможно, пластика. Возможно, я бы эту проблему отловил раньше, если бы примерял еще некрашенные детали и понял, ну, как это все стыкуется. Сейчас уже отлавливать этот баг, так сказать, я уже просто не хочу и не хочу рисковать тем, что уже собрано.
По идее, обивка здесь ни при чем, обивка тут не мешает. Это просто вот какое-то отклонение крыла вниз, и грешу я на деформацию донышка. Ну, в целом это не сильно заметно, так что я думаю, оставлю как есть, ну а на будущее просто возьмите и себе на вооружение эту мысль, и я также на будущее буду действовать иначе. Просто все детали салона, кабины, все это примерять и убеждаться, что они сходятся как надо. Так, что еще можно сказать после соединения салона и кабины? Давайте посмотрим вовнутрь. Обивку мою в принципе видно. Так что заморочился я с ней, думаю, не зря. Хорошо заметно, добавляет такой уют в салон. Ворсистость такая просматривается, то есть вполне себе хорошо имитируется какая-то ткань. Что не понравилось, посмотрите, как выглядит внутренняя сторона двери. То есть карта двери, она находится как бы слишком низко, сверху полоса металла и вот эта вот деталь стекляшки. Оно как-то совсем все грубо, некрасиво, и как будто бы не хватает какой-то заглушки, которая бы перекрыла вот эти вот технические элементы деталей стекла. Наверное, стоило бы сюда добавить какую-то пластиковую полоску, покрасить ее в цвет кабины, и это было бы получше. Но я здесь уже ничего такого делать не буду. Оставлю как есть такой искоробочный вариант. Вообще я предполагал, что карта двери поднимется выше и закроет собой вот эту вот часть. Но получилось как получилось. И это не моя ошибка, действительно детали собираются таким образом. Еще после сборки я обратил внимание вот на эту часть, то есть внутренняя передняя часть кабины. Это по сути обратная сторона радиаторной решетки, и здесь должны находиться какие-то механизмы. Ну и также должна просматриваться насквозь эта радиаторная решетка. То есть по идее цвета кабины здесь быть не должно, и скорее всего я прокрашу вот эту часть в черный цвет. Ну, я думаю, так она, по крайней мере, не будет бросаться в глаза. И вот что у меня получилось. Думаю, смотрится гораздо лучше. Давайте теперь попробуем поставить кабину на раму. Вообще рама — это отдельная история. Собиралась она уже очень давно, и сейчас, глядя на нее, я понимаю, что многие вещи здесь сделал бы совершенно иначе. И порядок сборки был бы другой, и, возможно, какие-то цвета отличались. Но что сделано, то сделано, и сейчас я уже ничего здесь переделывать не буду. Единственное, что заметил, средняя ось была немного неровно установлена, но относительно передней и задней оси, и за счет этого задняя ось поднималась в воздух. Не очень заметно, не критично, но тем не менее. Я решил эту проблему вот таким образом. Просто рассверлил отверстие, и теперь средняя ось здесь как бы свободно болтается. То есть она может свободно приподняться на какие-то доли миллиметра вверх, и значит задняя ось опустится на землю, и такого зазора уже заметно не будет. Решение, конечно, довольно топорное, и я сейчас не могу сказать, откуда вылезла эта проблема. Опять же, нужно было примерять колеса, примерять все оси до сборки, до полной сборки и до покраски рамы. Я же колеса ставил в самом конце, и что вылезло, то вылезло. Сейчас поставим кабину. Надеюсь, что здесь обойдется без каких-либо проблем. Тут такой нехитрый механизм крепления, и он же механизм подъема кабины. Нужно немного развести в стороны вот эти вот крепления. Я беспокоился, что
после установки металлической кабины мне не удастся развести в стороны вот эти вот части и поставить кабину на место. Но беспокоился я зря. Как видите, все очень хорошо установилось. Мазик наконец-то становится похожим на автомобиль. Итак, друзья, похоже, это действительно финал. Нам осталось установить только детали, собранные в этой коробочке. Давайте сейчас посмотрим, что здесь, и я покажу, как делал некоторые элементы. На раму нужно будет установить еще крылья. Я уже добавил на них задние фонари, а также номерной знак. Переднего номерного знака не будет, поскольку там нет для него места, и просто на бампер я наносить не хочу. Фонари покрывал цветным лаком от Хамы, а с обратной стороны прокрасил хромом. Далее передний бампер в сборе. Здесь также цветные элементы прокрашены лаком от Хамы, а фары головного цвета хромом с обратной стороны. На мой взгляд, получилось довольно здорово. С обратной стороны немного доработал, приклеил пластиковую заглушку на фары, также приклеил такой вот цилиндрический элемент и добавил проводку. Получилось немного условно, но думаю, так будет все-таки поинтереснее. Следующий элемент — решетка. Здесь все просто. Хромом прокрасил значок МАЗ, ну и сама решетка прокрашена и покрыта лаком. Обтекатель покрашен в цвет кабины. Здесь ничего не дорабатывал. Просто приклеим на свое место. Зеркала. Зеркала, вот эта тема интересная. Наклеивал на них специальную зеркальную пленку. Кстати, действительно зеркальная. Прекрасно отражает. Просто такие настоящие зеркала в миниатюре получились. Пленка эта выглядит вот таким вот образом. Зеркальная часть здесь защищена. И, кстати, сама по себе эта пленка достаточно толстая. То есть вырезать такое вот маленькое зеркало и потом придать ему нужную форму было довольно сложно. Вот, можно посмотреть. Это один из моих неудачных образцов. Здесь немножко неровные углы. И в итоге я просто прекратил вот эти все попытки вырезания правильной формы зеркала. Я вырезал просто прямоугольник и далее обточил пленку с помощью надфиля. Она действительно настолько плотная, настолько твердая, что вполне себе обтачивается. Пленка эта на клейкой основе, но пока я занимался приданием нужной формы зеркалу, у меня отвалилась и защитный слой, и подложка с обратной стороны, и вытерся весь клей. Ну, одним словом, приклеивал я зеркала уже на строительный ПВА. Потом просто снаружи протер, но какие-то, возможно, царапинки остались, но я думаю, ничего страшного. Следующее, что хочу показать, это дворники, стеклоочистители. В наборе нам предлагают заменить пластиковые стеклоочистители на вот такие фототравленные. Но мне они совершенно не понравились. На модели выглядят как какие-то ниточки непонятные. И я решил оставить в пластике. Но пластик я перед этим очень здорово обработал, истончил деталь и сделал ее гораздо более ажурной. И последнее, что осталось в этой коробочке, это детали воздушного фильтра. Труба крепится на кабину, здесь все понятно. И сам фильтр крепится на раму. Он у меня попросту отвалился. Так что вернем на место. Следующее, что здесь осталось, это шланги, которыми тягач соединяется с полуприцепом. Я их сделал из провода, который выдернул из старого кабеля USB. Не нашел синий, чаще всего используется красный и синий, но у меня будет красный и черный.
Думаю, не принципиально. Также встречал, используется черный, желтый, так что все возможно. Длина у меня предварительно 18 сантиметров или около того. Но я думаю, после установки еще обрежу. А эффект пружины я сделал, намотав этот провод на зубочистку. Вот таким вот образом замечательно получается нужная форма. На тягаче нет места для установки этих шлангов, но я думаю, пущу их куда-нибудь под амортизатор кабины. Судя по фото, им там самое место. Наверное, можно было доработать более детально, довести эти трубки до пневмосистемы машины, но об этом уже поздновато думать. Ну а теперь вооружимся суперклеем, аппликаторами и займемся установкой всех этих деталей. И, наконец, финал. Такой желанный и такой долгожданный. Устанавливаю бампер, и на этом модель тягача МАЗ-6422 от АВД завершена. Сейчас посмотрим на нее со всех сторон, и я сделаю несколько выводов по этой модели и постройке в целом. Итак, друзья, вот он, наш красавец. Модель полностью завершена и отправляется на полку. Хочу сказать, что это не самая простая модель от АВД, на мой взгляд. Я здесь столкнулся с некоторыми сложностями. Во-первых, это соединение донышка и кабины. Во-вторых, позиционирование всех колес на земле. А также, насколько я помню, было довольно-таки проблематично установить на место двигатель и мосты. Здесь они представляют собой довольно неудобную крупную деталь. Тем не менее, сборка понравилась, и на выходе получилась отличная детализированная модель, ровно в том образе, в каком я ее себе задумывал. Очень жду ваших комментариев, напишите, что вы думаете о моей сборке, о моем результате, а также обязательно расскажите о своем опыте, если вы собирали подобные мазики от AVD Models. У меня еще выйдет ролик презентация этой модели, где мы рассмотрим все детали. Ну а сейчас хочу остановиться на некоторых моментах. Во-первых, хочу показать зеркала. Действительно, очень здорово, очень реалистично смотрятся. Я думаю, это лучший вариант для исполнения подобных деталей. Металлизированный скотч или тем более имитация зеркала хромированной краской — это совершенно не то, это результат будет далек от идеального. Здесь же вот зеркало как настоящее. Далее хочу показать вам шланги пневмосистемы. Вот таким образом я их закрепил. Кстати, не обрезал, то есть это проволока длиной около 18 сантиметров, скрученная в пружину на зубочистке и свернутая вот таким вот образом. Один конец здесь приклеен, а другой просто завернут и зацеплен за край амортизатора кабины. Вот что у нас делается под кабиной. Таким образом смотрится двигатель. Но я его никак не дорабатывал, ничего здесь уже не менял по сравнению с тем, что было сделано в первых сериях. Поднятая кабина выглядит вот таким образом. И здесь, во-первых, хорошо заметны вот эти вот пенечки, а во-вторых, заметна передняя внутренняя часть. То есть очень хорошо, что я подкрасил эти элементы. Также при поднятой кабине хорошо видна обратная сторона бампера, и здесь заметны мои доработки. Так что тут тоже сделано все не зря. На будущих моделях хотелось бы больше внимания уделить этим самым доработкам, например, сделать топливопровод или более грамотно провести вакуумную систему. Но я думаю, как доберусь до этих моделей, будем уже по месту все изучать и разбирать. Еще один нюанс, с которым столкнулся.
это позиция кабины в опущенном положении. А внезапно оказалось, что кабина лежит не на своих законных местах, а на трубе фильтра. Так что пришлось немного ее подточить. Вообще я впервые держу в руках такую модель автомобиля. У меня не было коллекционных МАЗов. И обратил внимание также на две вещи. Во-первых, кабина никак не зафиксирована, и при неосторожном обращении она может очень легко откинуться и также очень легко упасть. И кроме того, модель имеет очень сильно перетяжеленный передок. То есть кабина в металле, это понятно, плюс здесь много других деталей, и в итоге брать в руки модель совершенно неудобно. Но это, в общем-то, нюансы любых таких моделей, и от этого уже никуда не денешься. Просто для меня это было несколько неожиданно. На этом, пожалуй, я буду ролик заканчивать. Все, что хотел, я здесь показал, рассказал. И, как я уже и говорил, будет еще один ролик с фотосессией модели. На этом же, друзья, я с вами прощаюсь. Если эта стройка была вам интересна, не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Благодарю вас всех за внимание и особенно благодарю тех, кто смотрел эту стройку с первой серии, кто дождался наконец финала. Я же надеюсь, что не разочаровал вас и модель вам понравится. Всем пока и до встречи в следующих видео.